Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире InFact. Недавно The First Descendant уличили в копировании иконок из Destiny 2, но с этой проблемой вроде пообещали разобраться. Однако возникла вероятность новой. Авторы ввели в игру нового персонажа по имени Луна, которая имеет подозрительные сходства с Лусио из Overwatch. Оба персонажа имеют зеленый базовый цвет, оба выполняют роль поддержки, и у того и у другого оружие — это пушка-колонка, а их способность — подрубать музыку, раздавая бафы. Луна появилась в The First Descendant вместе с выходом крупного апдейта, который правит баланс и устраняет множество ошибок. Отзывы у игры до сих пор смешанные, но в то же время онлайн в Стиме держится в районе 100 тысяч. С такими-то персонажами неудивительно. Уже 6 августа стартует 22-й сезон в Apex Legends. Разработчики подробно рассказали, какие изменения и новшества ожидают игроков. Пробегусь по самому главному. Сезон введет новый режим «Втроем Возрождение». Его ключевой фичей станет, собственно, возрождение без маяков и баннеров, но только пока жив хотя бы один член отряда. С каждой смертью время возрождения будет увеличиваться, а чтобы его сократить, необходимо выносить противников. После обновления можно будет стрелять с 2 рук, правда в руки можно взять только 2 одинаковые пушки, и это либо 2 пистолета, либо 2 Мозамбика. Боевое чутье дополнили парой новых особенностей: временными шкалами здоровья и подсветкой, которая возникает при попадании по оппоненту. Новички смогут набраться опыта в матчах с ботами, брать с собой друзей на такие сессии не возбраняется. Наконец, разработчики завезут новый стартовый пропуск с набором испытаний, а боевой пропуск разделят надвое. Создатели Harry Potter Quidditch Champions тоже в стороне не остались и рассказали о режимах в своей игре. Все матчи будут проходить в формате 6 на 6, боты при этом будут занимать как минимум 3 места в каждой команде. В сингл-кампании мы сможем прыгать между любыми позициями в пати, а вот в мультиплеере переключение работает только между 2 ролями на поле, и оно определяется заранее. Режим представления откроет возможность спроектировать любой матч, основываясь на уже разблокированном контенте из режима карьеры. Мы сможем выбрать любую команду и устроить состязание на любой карте и на любой сложности. Quidditch Champions стартует 3 сентября на ПК, PlayStation и Xbox. Evout, новую ролевую игру от Obsidian, намеревались выпустить осенью этого года, однако ввиду того, что сезон выдастся очень насыщенным на крупные проекты, там ведь и Сталкера 2 передвинули, и еще 2 Сталкера передвинули. В общем, есть мнение, что Avowed перекинут на 2025. Изложил это мнение главный редактор издания The Verge Том Уоррен. По его словам, скоро Microsoft объявит о переносе на начало 2025-го, и, скорее всего, анонс случится на выставке Gamescom, где майки пообещали показать игру. И к слову о Gamescom. В этом году Xbox намерена показать внушительный список тайтлов, более 50 игр от внутренних студий и команд-партнеров для ПК и консоли майков. Посетители выставки смогут пощупать Age of Mythology Retold, Ara History Untold, Diablo 4 Vessel of Hatred, TES Online Gold Road, Star Wars Outlaws, Space Marine 2, Stalker 2, Little Nightmares 3 и многое другое. Будут и эксклюзивные презентации, включая Starfield Shattered Space, Indiana Jones and the Great Circle и уже упомянутый Evout. Помимо прочего, Xbox подрубит несколько стримов на Twitch и YouTube. 21 августа в 16:00 покажут Stalker, Atomfall и Age of Mythology, 22 в тот же час Star Wars Outlaws, World of Warcraft, The War Within и Towerborn, и 23 числа будут Evout и Ara History Untold. Трансляции будет вести и Bethesda. Церемония открытия Gamescom состоится 20 августа. Motion Twin и Evil Empire поделились, что финальный апдейт для Dead Cells выйдет 19 августа. Патч The End is Near добавит больше противников, оружия и мутаций, которые взаимодействуют с механикой проклятия. Кроме того, появится 40 новых голов для протагониста и выход из цитадели хозяина в королевском замке. Из-за своей загруженности на других проектах разработчики решили оставить поддержку Dead Cells, хотя маленькие патчи с исправлениями будут выходить по-прежнему.
по-прежнему. Сейчас Motion Twin работает над экшен-рогаликом Windblown, а Evil Empire продолжают развивать The Rogue Prince of Persia и корпят над неназванным проектом по франшизе от сторонней компании. 14 августа выживач Green Hell посетит PlayStation 5 и Xbox Series. Но если б все было так просто. Создатели игры решили пойти по стопам Han Showdown, а именно перейти на актуальное поколение, но при этом обрубить поддержку версий для PlayStation 4 и Xbox One. Обусловлено это тем, что консоли прошлого поколения не способны выдерживать груз свежих обновлений на таком уровне качества, который студия Creepy Jar намерена предлагать игрокам, а значит и версии для разных поколений будут несовместимы. Ни тебе кроссплея, ни переноса сейвов. Все начинай сначала. И завершим выпуск выдачей победных косарям. На этой неделе нарекаю лучшим обзором работу Ravio 64, посвященную Final Fantasy VII Rebirth. Мощно, максимально обстоятельно, респект. Звание же лучшего блога отходит Чизи Фиолетовой Бороде, который поведал историю самого постыдного турнира по CSGO. Как всегда, ссылки на блоги в описании, а путь к получению награды лежит через личные сообщения на нашем сайте. Кстати, на нем вы можете обнаружить еще больше новостей, расписание ближайших стримов и свежие материалы от наших авторов. Приятного аппетита и отличных вам выходных!